Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я показываю рецепт очень быстрого меренгового пирога. Для тех, кто очень любит меренговые рулеты и боится их готовить, настоятельно советую приготовить такой пирог. Пирог этот готовится из самых простых продуктов, нежнейший получается на вкус и готовится действительно очень просто и несложно. Итак, 3 яйца среднего размера я разделяю на желтки и белки. Яйца комнатной температуры у меня, весом каждое яйцо без скорлупы примерно по 50 грамм, то есть не крупные яйца я здесь беру. Белки пока отставляю в сторону. Для теста мне понадобится 3 желтка, 8 грамм ванильного сахара, 45 грамм сахара и маленькая щепотка соли. Все это перемешиваю просто венчиком, ничего даже здесь не взбиваю миксером. Добавляю туда 75 мл молока комнатной температуры и 25 грамм растительного масла без запаха. Все это перемешиваю. Просеиваю туда сейчас 90 грамм муки и 3 грамма разрыхлителя. 1 чайная ложка без горки. Все также перемешиваю просто венчиком. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Форма у меня здесь 20 сантиметров. Застелила просто дно пергаментом. Выпекать буду на среднем уровне на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 15-20 минут. Пока допекается корж, сразу взбиваем меренгу. 3 белка среднего размера, 8 грамм ванильного сахара, щепотка соли и 90 грамм сахара. Все это я взбиваю сейчас примерно 1 минуту до образования пены. Добавляю туда 10 грамм кукурузного крахмала. Крахмал нужен именно кукурузный. Взбиваю примерно 5 минут. Масса будет очень устойчивая, такая плотная, глянцевая, очень красивая. То есть меренга для этого пирога должна быть очень хорошо взбита. Пики должны быть очень устойчивыми. Вот это очень важно. Итак, корж у меня испекся. Его можно даже вообще не остужать. 80 грамм кислого вишневого конфитюра. Любой конфитюр берите, просто кислый. Распределяю по этому коржу и выкладываю туда сразу же всю меренгу. Духовку я уже разогрела на 200 градусов Цельсия. Допекать буду сейчас примерно 15 минут этот пирог при 200 градусах Цельсия. В меренге я делаю такие пики. Можете вообще ничего не делать, можете так просто выпекать. Просто так будет красивее. И убираю выпекаться. Также на среднем уровне без конвекции буду печь при 200 градусах Цельсия. Еще быстро хочу добавить к первому этапу выпечки этого пирога, то есть сам корж не должен быть прямо у вас зажаренным. Он должен слегка подзолотиться, и сразу же достаем его из духовки и наносим на него последующие ингредиенты, то есть конфитюр и меренгу. Итак, пирог у меня теперь полностью испекся. Даю ему остыть в форме. Слегка осядет, конечно же, меренговый слой, но не критично. Я извлекаю его сейчас из формы. Пирог получается просто нежнейшим. Он тает во рту. Очень высокий меренговый слой здесь получается. Он полностью пропеченный. Вот этот конфитюр, который вы будете использовать в пироге, должен быть с кислинкой, с очень хорошей кислинкой. И малиновый подойдет, и смородиновый, и вишневый. То есть главное, чтобы была кислинка, и тогда будет очень хороший баланс вкуса в этом пироге. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.